Всем привет, меня зовут Света, и я буду рассказывать о своей жизни на Аляске. Мы купили вот такие замечательные цветочки. Это домашняя роза кустовая, и вот это вот пурпурно-лиловая фиалка. И мы сегодня будем пересаживать эти цветочки из временного горшочка в постоянный горшочек. А также я купила вот такие замечательные семена. И мы тоже попробуем их посадить в контейнеры из-под яиц. Также у меня есть специальная земля для цветов. Это не просто земля уже с удобрениями, она немножко подсохла. Но ничего страшного, мы потом ее увлажним. Итак, берем вот такой горшочек. Я удивилась, потому что в России идет отдельно горшочек, отдельно тарелочка, а на Аляске есть горшочки уже с дырочкой. Это, видимо, американская версия. Итак, для этого мы берем, насыпаем грунт примерно 1/3 горшочка. Делаем углубление для того, чтобы вставить наш цветочек. И сюда мы сажаем фиалку. Фиалка у нас не любит сильной влаги. Вот смотрите, здесь написано, что не ставить под солнышко, под прямые лучи, не очень жаркая температура, 18-24 градуса Цельсия и 65-75 градусов по Фаренгейту. Что касается водички, насколько вы видите, не очень много и слегка прохладная. То есть взращивание 4-6 недель. Вытаскиваем ее из основного ее горшочка. Насколько вы видите, здесь белые гранулы. Это для того, чтобы фиалка у нас не теряла своей влаги. Наверное, мы чуть-чуть уберем здесь землю, потому что естественная среда фиалки уже содержит высокий уровень земли. И потом, аккуратно поднимая листочки, мы досыпаем грунт со всех сторон. Это не должно быть много, потому что потом мы немножечко фиалку притопчем. Вот так, со всех сторон. И как я уже говорила, мы должны немножечко землю примять со всех сторон. И слегка увлажнить. Для этого нам понадобится вот такой увлажнитель. Все, наша фиалка готова. И следующая у нас розочка с еще не открывшимися бутонами. Опять также мы берем немного грунта. Кладем его на самый низ и разравниваем. Как вы видите, горшочек у нас тут немного больше. Поэтому земли нужно тоже чуть-чуть побольше. Примерно так же 1/3. Теперь мы берем нашу розочку. Я заранее увлажнила немножечко грунт, чтобы было легче вытаскивать нашу розочку. Лишние листочки мы удаляем. Теперь смотрите, охватываем у самого основания нашу розочку и переворачиваем. И вот так аккуратно мы вытаскиваем грунт основной.
и ставим прямо посередине горшочка. Пока мы держим, со всех сторон засыпаем землю равномерно с двух сторон. Земля должна заполнять горшочек примерно на 2/3. То есть не доходить 2 пальцев до конца нашего горшочка. И еще пару штрихов с этой стороны. Совсем чуть-чуть. Проверяем наши листочки. Вытаскиваем их. И землю немножечко прижимаем. Но не совсем сильно, для того, чтобы у нас немного осталось воздуха в земле. То есть, если вы увидите, примерно вот 2 пальца толщиной. И точно так же мы увлажняем наш грунт. И наши цветочки тоже. Давайте посмотрим. Здесь точно так же наши розочки. Это вот роза. Миниатюрная роза. Как вы видите, ей нравится солнышко, обильное поливание. И эта роза может цвести несколько раз. Температура 10-16 градусов. Это 50-60 градусов по Фаренгейту. Итак, наша розочка готова. Вот такая красивая розочка у нас получилась. И мы приступаем к рассадке семян. Итак, мы приступаем к высадке наших семян. У меня их 4 сегодня. Очень полезное свойство яичных контейнеров, что их можно использовать практически без выброса. Потому что после того, как рассада будет готова, мы сможем разрезать этот контейнер и сразу посадить его в землю, что будет намного удобнее использования пластикового контейнера, который придется удалить после того, как рассада наша взойдет. Яичные контейнеры в этом лучше. Итак, начинаем. У нас здесь примерно 30-40 семян. Насколько вы видите, у нас здесь есть инструкция по рассадке этих семян. И мы приступаем. Сначала мы берем немного земли и разбрасываем вот так аккуратненько в наши контейнеры. Контейнер обязательно нужно подставить под какую-нибудь подложку. Я использую старый поднос, который хотели выбросить, но он у нас еще пригодится. Вот так мы аккуратненько разбрасываем землю. Можем помочь пальчиком. Комары на Аляске, конечно, это основная проблема, потому что здесь довольно прохладный, влажный климат и много травы.
И если трава не скошена, то комары очень любят обитать в высокой траве. Так, наша основа готова. В каждый контейнер, в каждое углубление контейнера нужно положить примерно 2, максимум 3 семечки. Что мы сейчас с вами будем делать? Мы начинаем с садового растения мальва или мальва. Вот смотрите, оно обладает вот такими разноцветными цветочками, что-то между пионом и гвоздикой. Это растение садовое, оно может расти сразу на открытом грунте, но я сейчас еще не имею клумбу, куда бы я хотела посадить это растение. Проращиваю семена непосредственно в контейнере из-под яиц. Когда я уже пойму, куда конкретно я хочу посадить, я их высажу. Это растение у нас многолетнее, оно может расти до 5 лет, умеренно влажной почве. Главное его сажать, когда уже прошли самые последние заморозки и температура установилась примерно 65 градусов по Фаренгейту. Открываем. И сейчас я покажу, какие семена у нас. Примерно вот такие у нас семена. И мы берем примерно по несколько семян и высаживаем их сначала на сухой грунт. Можно непосредственно их вдавить в почву. Позже я посажу их возле забора, чтобы меня радовало такие красивые цветочки. Примерно прорастание у нас займет 2-3 недели. Но как пойдет здесь дело, я еще не знаю, потому что я впервые нахожусь в такой прохладной атмосфере, в таком прохладном климате. И вот у нас осталось буквально тут на несколько Итак, с одной упаковки у нас вышло примерно 21 такой вот контейнер. То есть будет 21 росточек, 21 вход. Правильно я посчитала? 3, 6, 9, 9, 18 и 3, 21. Да. Теперь мы аккуратно их закрываем грунтом. И для того, чтобы мы не перепутали, какое здесь у нас растет растение, вы можете отрезать верхушку с указанием какой-то цветочек или просто закрепить его где-нибудь непосредственно возле контейнера. Это мы сделаем чуть позже. Забыла сказать, что если вы используете яичные контейнеры, то нужно основание проткнуть несколько раз иголкой либо зубочисткой, для того, чтобы у нас выходила лишняя влага. И некоторые цветочки можно закрыть пищевой пленкой для создания парового эффекта парникового. Но конкретно для этих цветочков я этого делать не буду.
Так. И теперь мы слегка вот так утрамбовываем. Это защитит растение от ветра. То есть мы цветочки как будто запечатываем. Сегодня у нас 20 июня. Через 2-3 недели, то есть это у нас начало июля, мы посмотрим, что у нас получилось. И вот так вот увлажняем почву. Совсем чуть-чуть. Почва не должна быть прям сильно увлажненной. Вы можете потом использовать спрей и при высыхании почвы добавлять влагу. И с этим тремя мы делаем то же самое. Угу. Так вот я подложу, чтобы не забыть. И следующее, к чему мы переходим, это у нас вот такие вот замечательные цветочки, похожие на разноцветные ромашки или на герберы. Ну, выключай. Следующее, что мы сажаем, хризантему, чтобы получить вот такие красивые разноцветные цветочки. Хризантема у нас это однолетняя. И время вырастания наших побегов примерно 10-20 дней. В зависимости от климата. Тоже высаживается по 5 семян максимум, но я кладу побольше, потому что я хочу более густые всходы. И буду делать что-то наподобие клумбы. Растения можно также высаживать в открытый грунт, но я буду делать рассаду. Как я уже сказала, я не знаю, где у меня конкретно будут клумбы. Поэтому рассада мне поможет определиться. И точно так же мы потом закрываем сверху еще землей и увлажняем почву. Угу. Мы приступаем к посевке азалии микс. Насколько вы видите, это разноцветные цветочки от белого до переход нежно-розового и интенсивно-пунцового с розовым отливом, слегка красным. Мы ожидаем примерно 5 разновидностей цветов. Это вот такие меленькие у нас цветочки, семена, очень маленькие.
Поэтому нам их нужно сажать прям буквально по маленькой щепоточке, для того, чтобы получить целую клумбу. Можно сажать в открытый грунт. Просто достаточно разбросать семена в прокопанную почву и увлажнить. Самое недооцененное растение, потому что дает очень много красивых разноцветных цветочков, но, к сожалению, оно только однолетнее. Поэтому многие садоводы не совсем, наверное, любят сажать это растение, но мы попробуем. Так, у нас тут получилось немного больше, поэтому мы перейдем вот сюда, на эти ряды. Прорастание буквально 5-7 дней. Так что первые всходы мы увидим уже через неделю. Подписывайтесь на меня, и тогда в шорт-видео вы увидите, что мы получили через неделю. Итак, мы присыпаем сверху землей. И точно так же потом мы будем увлажнять. Это растение у нас не требует много воды, но увлажнять почву все равно мы с вами будем, чтобы не допускать высыхания почвы. Также в комментариях вы можете мне написать, какие растения любите вы, как вы их сажаете. И пришлите свои фотографии, я с удовольствием посмотрю и продискутирую о том, какие цветы нужно сажать в открытый грунт. До этого я имела только комнатные растения, так что для меня это фактически первый опыт. И я с удовольствием послушаю советы уже бывалых садоводов, любителей, а может быть даже и профессионалов. Вот так мы утрамбовываем. И вот этот ряд, который мы с вами тоже засадили. Увлажняем. Здесь только один ряд. И последнее, что у нас осталось. Так, здесь мы вот так подкладываем, чтобы не забыть, что это. И последнее, что у нас осталось, это вот такой вот нежно-розовые цветочки. Итак, следующие цветы, это у нас незабудка. Также мы их укладываем в грунт. Получилось прям буквально совсем чуть-чуть. И у нас это были довольно старые семена, которые остались от прошлых жителей. Поэтому, возможно, они не прорастут, но мы будем надеяться, что нам повезет. Присыпаем, увлажняем. И на этом, наверное, все. Всем пока-пока. И до встречи в моих коротких видео, шортсах. И посмотрите, какая красота у нас в итоге получилась.